В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня поговорим о том, какое заявление сделал Зеленский и какие цели преследует Киев вторжением в Курскую область. С нами на связи политолог, член Координационного совета при Общественной палате России по интеграции новых субъектов Российской Федерации Владимир Карасев. Здравствуйте, Владимир. Приветствую. Зеленский заявил, что нападением на Курскую область Киев доказывает, что способен оказывать давление на Россию. Кому доказывать и что? Зеленский, по сути, озвучивает то, что ему вложили его британские кураторы. Но здесь необходимо обратить внимание на такую сложную реакцию в Евросоюзе, потому что, по сути, американцы и британцы красиво так подставили своих европейских партнеров. Ведь изначально, когда происходили все боестолкновения, что заявляли европейские политики? Что, мол, мы будем оказывать помощь Украине, вот Украина пытается вернуть свои территории, коими европейцы считают и Севастополь, и Крым, и Донбасс, там, и так далее. А сейчас уже ситуация другая, то есть британцы завели западные и украинские подразделения на территорию, которую в Евросоюзе считают суверенной российской территорией. То есть как бы здесь уже все поворачивается крайне плохо именно для европейцев, потому что по сути сейчас европейцы либо они должны сказать свое мнение, они пока молчат, да, либо сказать, что типа нет, вот мы вот под это не подписывались, вот мы считаем, там, что там Крым, Севастополь, там Украина, там Донбасс, Украина, а вот с Россией мы как бы не хотим дел никаких иметь, мы туда вот не хотим, да. Либо они должны раскрыть свои лица, там уже Шольц попытался это сделать, вот, и сказать, да, мы ведем агрессию через Украину против Российской Федерации. Естественно, тогда получатся абсолютно другие взаимоотношения между Москвой и Брюсселем. Поэтому в данной ситуации, я считаю, британцы и американцы, они крайне сильно настроены. Они вот прощупали Европу, что типа так, мы от русских энергоносителей отрезали, хорошо. Так, а давайте вот мы сейчас их затянем под этот конфликт. Ага, получается, хорошо. Вот давайте вот мы сейчас вот отправим подразделение в Курскую область, посмотрим, как отреагируют европейцы. Если промолчат, хорошо. То есть они затягивают сейчас в Европу непосредственно в открытый конфликт, в открытое столкновение с ядерной сверхдержавой, с Российской Федерацией. Чем больше будет хаоса на территории Евросоюза, тем больше заработают Лондон и Вашингтон и поправят свое экономическое положение. Уже ж это было неоднократно, когда где-то случалась война, ну взять даже Вторую мировую войну, да, и Соединенные Штаты после Великой депрессии вдруг резко стали сверхдержавой. За счет чего? Как раз вот за счет того, что они начали зарабатывать на войне миллиарды. Вот то же самое сейчас. У них непростая ситуация и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки с экономикой по разным направлениям. Не является ли целью Киева превратить войну Россия-Украина в войну Россия-НАТО? Ну и сделать ему это надо, по идее, до выборов в США, иначе может иссякнуть поток военной помощи. Нет, ты знаешь, не соглашусь. Все-таки я вот настаиваю на той версии, что это было все сделано, чтобы превратить ситуацию не Россия-Украина и поддержка Запада, а непосредственно Россия-Европа. Потому что Россия-НАТО нет, а вот Россия-Европа, да. Понятно, что Зеленский с его компанией там в глубине души хотели бы, чтобы там натовцы за них там вступились, но нет, НАТО не полезет. А вот именно втянуть Европу, там европейские вот эти жалкие вооруженные силы, да, и так далее, чтобы потом в Европе вообще никого не осталось, кто бы мог их защитить, чтобы туда потом просто направить огромное количество мигрантов, поставить своих там руководителей, да, и Европа просто будет там 51-м штатом, там 52-м штатом Соединенных Штатов Америки. Вот это Соединенным Штатам было бы очень интересно сделать. То есть ослабить еще больше Германию, да, то есть еще больше ослабить Францию и Италию. Вот эту некогда процветающую Западную Европу. Я думаю, вот эта цель.
британцы хотят со своей стороны там отомстить европейцам, потому что после Брексита европейцы так жестко их ударили, британцев, по экономике. Им больно, им неприятно, они хотят отомстить. Но американцы будут на этом зарабатывать деньги, и серьезные, большие деньги. Но если европейская страна ввяжется в конфликт, практически каждая является страной-членом НАТО, а тут 5-й параграф. А дело в том, что они этот 5-й параграф уже могут обходить, потому что несколько лет назад американцы сделали прецедент для устава НАТО. Они заключили договор с греками. Греция тоже страна НАТО. То есть получается 5-й параграф, допустим, для Греции и США уже как бы не совсем работает, потому что они заключили внутренний договор о взаимопомощи. То есть если на Грецию кто-то нападает, допустим, там Турция, американцы вписываются. Вот. И вот этот прецедент позволяет обойти вот эту 5-й параграф устава НАТО. Грубо говоря, что, допустим, сейчас втягивается в этот военный конфликт поляки, они готовятся, они собрали достаточно большое количество техники и личного состава, подтягивают на приграничные с Республикой Беларусь территории свои, там, на воеводство, да. То есть если Польша влезет, там не будет работать 5-й параграф, потому что американцы скажут, а у нас внутреннего нет договора с Польшей, у нас с греками. Вот если бы греки где-то вмешались, тогда да. Поэтому, по сути, 5-я статья, она не работает и не будет уже работать. Есть прецедент. Западные аналитики считают, что нападение на Курскую область не имело смысла, и Украине придется покинуть российскую территорию. Вот чего добивается Киев, теряя большое количество ресурсов? Они действительно хотели показать, что мы можем делать контрнаступление, и не только там на территории Украины, где они вот там находились, но и на сопредельной территории Российской Федерации. Поэтому они почему-то решили, что если там у нас там только пограничники и основные вооружения там и армия находятся на линии боестолкновения, то там у них получится там еще быстрее, чем в свое время там вот у них там получалось во время контрнаступления. Да? Тем не менее, они, во-первых, натолкнулись на жесткое противостояние и наших пограничников, и наших резервных сил. Ну и, естественно, наше население героическое, молодцы, да, и руководители Курской области тоже молодцы, то есть сработали слаженно, вся страна работает как единый механизм, поэтому они решили, наверное, что, вот сейчас вот мы дойдем там до Курской атомной станции, там в Курчатове, вот мы сейчас там потом обменяем ее там на Запорожскую атомную станцию в Энергодаре, вот мы сейчас там на своих условиях заставим там Москву договориться на переговорных процессах, но по факту они, что мы имеем? По факту еще более западные кураторы отодвинули переговорный процесс, и я делаю вывод, что им это и было нужно, потому что они видят, что Российскую Федерацию поддерживают крупные игроки, такие как Китайская Народная Республика, которые тоже говорили о том, что мы хотели бы мира, мы хотели бы переговоров. А Западу не нужны переговоры. И более того, и полякам они же не нужны, потому что и даже по большому счету европейцам не нужны, потому что такая вооруженная до зубов армия, которая может сломать любую европейскую армию, та, которая сейчас вот украинская, вооруженная вот этими всеми наемниками и так далее, она им не нужна. Им нужно перемолоть теперь вот эту вот украинскую нацистскую армию. И они ее перемалывают и перемелят благодаря доблестному русскому оружию. То есть, как бы по сути, в данной ситуации и Зеленский прекрасно это осознает, но это не осознают большинство украинского населения и большинство тех украинских солдат, которые сейчас находятся в подразделениях ВСУ. То есть, ребята, вас перемелят. Никто не ставит задачи, там, что вот сейчас вот вы там где-то пойдете. Там, на Западе прекрасно понимают, что они проиграют Российской Федерации. Невозможно победить Россию, так же, как невозможно победить Китай. Невозможно победить сверхдержавы военные, в принципе, в современных условиях. Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки. Вот эти три страны, которые победить невозможно. Разве что только уничтожить всю планету. Но западные политики, вот они хотя и оправдывают вторжение в Курскую область, но и показывают свое недоумение в то же время. Зеленский координировал эти действия с союзниками? Если да, то с кем?
Ну так изначальная реакция даже была и в Госдепа такая же, когда задал один из американских журналистов вопрос представительнице Госдепа по поводу там Курской области и так далее. Она, видно, еще не просвещенная руководством. Не получила как информацию. надо на это... Да, она там вообще в дальнейшем сказала, что мы будем созваниваться с военным руководством Украины, потому что мы понимаем и принимаем нормальные действия ВСУ. То есть как бы она намекнула, что мы как бы еще не понимаем, может быть, эти действия какие-то ненормальные. Вот. То есть по сути, да, действительно, они считают, что это пустая трата средств, в первую очередь европейских средств, это просто пустая трата личного состава и поставленной Западом и НАТО военной техники. Потому что, ну, по сути, да, действительно, они туда кинули ведь не мобилизованных своих, они туда кинули высокоподготовленные подразделения вот, нацистского толка. Там еще и наемные батальоны, те же батальоны, те же эти самые наемники Саакашвили. Вот, там представители прибалтийских батальонов и батальон белорусских националистов. Значит, там есть карательные батальоны, которые охраняли Зеленского, находились все время в Киеве, и они, по сути, активно их не использовали, Зеленский не использовал на передовой, но их активно готовили в лагерях и в Германии, и в Польше, и их руководители находились в Вашингтоне и в Лондоне. То есть, по сути, это вот... Либо да, либо нет, либо пан, либо пропал. Ну, я вижу, что пропал, что касается украинской стороны. И дальше будет развитие достаточно интересное. На что они еще могут пойти? Ну, вот у них еще 3 атомные станции под контролем. Они могут там сделать какой-то второй Чернобыль. Вполне могут. Скажут, что это мы. И, конечно же, все европейские, западные, неполживые СМИ, американские скажут, да, это русские мстят за попытку атаки на Курскую атомную станцию. Вот они попытались сегодня там атаковать в Энергодаре Запорожскую атомную станцию. То есть для них не важно, что могут погибнуть огромное количество простых мирных жителей. Для них не важно, что после второго Чернобыля может еще больше погибнуть того же украинского населения. Потому что украинцы для них не важны. Вот абсолютно. Не только на Западе, но и в офисе так называемого президента Украины не знают, для чего вся эта авантюра с вторжением и к чему она приведет. Складывается впечатление, что сейчас в Киеве военными планами занимается непонятная маленькая горстка людей. Это так? Ну, я думаю, горстка людей это достаточно понятно. Вот. Конечно же, ты прав, не контролирует Зеленский ситуацию. Ермак, это у меня информация стопроцентная, имел отношение вот к этой операции с заходом на Курскую область на несколько сел, да, и Ермак это в дальнейшем уже доводил до Зеленского, то есть как факт, что типа вот мы вот так вот это сделаем. То есть Ермак, он выполняет пожелания Лондона и Вашингтона. Вот. А что касается непосредственно того, как они вот это все делали, ну что я могу сказать? Дело в том, что их попытки, как на это смотрит, допустим, население Украины. Вот я общался Полтава, Киев, Львов. Если раньше, как они говорили, люди там, украинцы говорили, вот там, давайте, украинская армия, все отлично, все нормально, но когда был заход уже на территорию Курской области, а они как бы ее считают уже официально суверенной, да, то есть они же как бы не считают, что там Крым, Донбасс, там Россия, это считает Украина, а тут Курская область. Вот здесь вот они реально очень испугались, украинцы, очень испугались. Они боятся, что теперь там сейчас вообще в хлам разнесут остатки энергетической инфраструктуры, допустим, в Киеве, что они там все замерзнут этой зимой. Они реально боятся, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Вот мне прямым текстом так говорили. Они реально боятся, что все люди, которые стоят за этим, руководство Украины, их кураторы западные, они улетят, а они там останутся, да, то есть как бы попадут под удар. Они боятся ответки русских, вот действительно сильно боятся и называют идиотами и дебилами, вот прошу прощения за выражение, подразделения ВСУ, которые пошли на эту авантюру. Они говорят, они нас подставили, вот сейчас вот население пострадает.
Что ждет ВСУ после атаки на Курскую область? Как считают западные эксперты, эта атака может обернуться катастрофическими последствиями для Киева. То, что последствия будут, это естественно. Я могу сказать, что никак не отразилось это на нашем уверенном продвижении на линии фронта, на всех направлениях. То есть там Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Харьковская. То есть то, что они надеялись, что мы там оттуда снимем какие-то подразделения, нет. То есть идет специальная военная операция, идет своим чередом, мы уверенно продвигаемся. То есть и то, что они там думали, что сейчас вот это как-то, этот контрнаступ, так называемый, да, можно называть, контрнаступ 2, как-то там замылит проблемы в украинской экономике, там и поражение на фронте, но этого не случилось. То есть наоборот, это посеяло панику среди украинских граждан, что вот зачем они туда полезли, теперь нам будет еще хуже. Поэтому, конечно же, последствия будут серьезные. И я думаю, что очень скоро мы об этих последствиях услышим, и мы их увидим. Спасибо вам, Владимир. Спасибо. С нами на связи был политолог, член Координационного совета при Общественной палате России по интеграции новых субъектов Российской Федерации Владимир Карасев. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.